Здравствуйте! В эфире программа «Счастье» информационного канала RTV Joy. В студии Мария Будникова. Я хочу вам представить необычных гостей моей сегодняшней программы. Это мои друзья из Америки, Кейт из штата Калифорния. Hello. И Александр из штата Миссури. Здравствуйте. Мы живем в такое время, когда конфронтация между разными странами в мире наращивается. И в особенности сейчас в оппозиционном положении находятся Соединенные Штаты и Россия. И именно поэтому я пригласила в студию Кейт и Александра, поскольку они идут против потока. И вопреки пропаганде, вопреки тенденциям нашего времени по отношению к России, они выбрали быть, жить и работать в настоящее время в нашей стране. Кейт, ты приехала в Россию в каком году? Я постоянно приезжала в Россию с 2014 года, а я именно стала жить постоянно с момента ковида, когда локдаун начался и границы закрывались. То есть ты провела пандемию в России, Да. И решила не возвращаться в этот момент в Соединенные Штаты или в какую-то другую европейскую страну? Именно так. По какой причине? Потому что здесь было намного проще с логистикой и особенно с документами и с миграцией. Изначально было объявлено, что локдаун будет длиться на неделю, но мне подсказали коллеги из Калифорнии, что вначале все государства так говорят и потом продлевают. И, по моему мнению, Петербург и, наверное, Россия в целом очень хорошо справляется с непонятным будущим. А тебе не страшно было, что ты находишься в другом государстве, когда в мире происходит вообще супер события и перекрылись границы, да, соответственно, людей заставили сидеть дома? Почему ты выбрала Россию? Здесь очень доступна частная медицина, и даже я бы побоялась Калифорнию в себя, в том плане, что со страховкой медицинской немножко непонятно, тем более, что я давно там не жила постоянно, и здесь я знаю, что я могу ходить в любую частную клинику, и все будет доступно по карману. Ну, то есть, на твой взгляд, у нас все прошло лайтовее? Считаю, да, но более по-человечески, я бы даже сказала, что были ограничения, но все было возможно, и можно было работать, можно было ходить в магазин, можно было ездить в метро, и можно было справляться и, в принципе, по большому счету, жить свою жизнь и при этом не пренебрегая опасностям окружающих. Алекс, а скажи, пожалуйста, ты в Россию приехал до пандемии, после? Типа во время. Я первый раз приехал в Россию в 2014 году, но я снова приехал в 2021 году во время этого. Мне было обязано пересечь границы, когда все эти локдауны были в силе, и я улетела от Петербурга, когда они закрыли город на неделю или две. И я улетел обратно в Вену, когда они только что начали свои локдаун. И они даже выгнали меня из хостела, потому что сказали, что почему-то в хостеле нельзя работать во время локдауна. Поэтому я был обязан найти... я остался у друга, пока я ждал визу в Россию. То есть ты время провел в Вене, и в Вене были тоже достаточно жесткие ограничения, насколько я понимаю, да? Да. И потом фактически ты получил визу и вернулся обратно в Россию. Почему в Россию? Почему в Россию? Потому что для меня лично у меня есть много возможностей по работе. Я нашел хорошую работу в технологическом институте тут в Петербурге, и я очень доволен своей работе. Отлично. Но смотри, 21 год – это еще до начала военной операции. Началась военная операция, и правительство Соединенных Штатов настоятельно рекомендовало всем гражданам Соединенных Штатов покинуть
Россию. Вы решили здесь остаться. Что мотивировало этот поступок? Он уже совсем against the mainstream, да? Против того, что насаждается в умы стандартных, так скажем, граждан. Вы повели себя очень экстраординарно. Что мотивировало? Я и так не слушаю то, что говорит наше государство, поэтому мне не важно, что они говорят. Когда это все началось, я бы сказал, что истерия такая была немножко в нашем городе тут. И я понял, что, скорее всего, это такой эмоциональный взрыв, и все успокаивается скоро, потому что все всегда успокаивается. А мы даже это наблюдали во время пандемии и все эти локдауны. Поэтому я просто решил, пока угрозы нет, я просто продолжаю работать, и ничего. Кейт, а твое мнение? Я согласна. Я любитель того, чтобы смотреть вокруг, и в Санкт-Петербурге очень стабильно. Если бы стали бомбардировать Санкт-Петербург, я бы, конечно, уехала. Но вокруг с безработицей справляются. Я бы не сказала, что народ страдает на глазах. И в целом здесь спецоперация не ощущается на бытовом уровне. И я бы даже сказала, что с экономической точки зрения, благодаря тем санкциям, которые были введены, очень много позитивных процессов пошло в России. Именно стали восстанавливаться производства, да, соответственно, ушли одни производители, наши отечественные, заменили их место. То есть, казалось бы, мир против России, а в России-то становится жить лучше. Это даже видно у нас в университете, потому что там они занимаются наукой, поэтому они должны использовать некоторые оборудования, которые больше и больше производятся тут, в России. И тоже некоторые материалы, они должны добываться здесь. Поэтому и технология тоже, программы, которые используются у нас в университете, сейчас они российские, они международные, как и раньше было. А что вас поразило больше всего в России? Вот самый удивительный момент о русских людях. По моему мнению, русский народ очень стрессоустойчив. И мне это очень нравится. Это так. Мы много прошли страданий на протяжении достаточно длительного периода времени, практически с небольшими, да, промежутками затишья. Поэтому согласна. Ментально и чувственно русские люди стрессоустойчивы. Классно. А тебя, Алекс, что поразило? Мне кажется, что более или менее все стереотипы, которые русские думают о себе, о своего народа, мне кажется, что они неправды. Есть немножко доли правды, конечно, но то, что говорят, все русские злые, ходят по улице, и русские такие закрытые, в моей жизни я такое не наблюдал на самом деле. По-моему, русские открытые, добрые, гостеприимственные. Поэтому мне кажется, что это немножко придумано с вашей стороны. Все гораздо лучше, чем... То есть ты хочешь сказать, что мы сами о себе думаем хуже, чем мы есть на самом деле? В моем опыте, да. А твое мнение? Я согласна. Да? Мне кажется, русские понимают, какая у них литература великая, какая у них музыка великая, какая у них акробатика и танцы великие. А кажется, может, стесняются своей культуры или думают, что остальным неинтересно, а наоборот, людям очень интересно, что находится за современной железной занавесой. Я помню еще 90-е, когда я приехала в Соединенные Штаты, железный занавес только упал. И это было совершенно удивительное путешествие в совершенно другой мир, другого уровня жизни, другой культуры. И я с большой благодарностью отношусь к Соединенным Штатам Америки и к времени, которое там провела, и к людям. И вообще, на мой взгляд, Америка и Россия — это две очень похожие страны. Потому что территориально мы огромные, что Россия, что Соединенные Штаты. А мы многонациональные страны, да, и у нас в странах живут люди разного вероисповедания. И при этом все толерантно друг с другом уживаются. Вот на ваш взгляд,
Почему между такими похожими странами, которым бы следовало сотрудничать друг с другом, да, на пользу развития всего мира, возникла сейчас такая серьезная конфронтация? Походу, это чисто политически, но мне кажется, могло улучшиться это, если бы больше информации о России из России выходило в Европу и в Штаты, потому что из чего начинается позитивное отношение, это когда мы смотрим кино иностранное и слушаем их музыку и читаем об их культуре. Мне кажется, если бы больше русской музыки выходило, и если бы больше кино и больше научных достижений выходило из России, тогда отношение стало бы считаться таким хорошим, какими и есть на самом деле, на бытовом уровне. А твое мнение, Алекс? Я согласен, что это политический вопрос, потому что вы помните, что это не так было, когда Трамп был президентом у нас. Это началось после его. Поэтому у нас есть в Америке группы элитах, которые хотят владеть всем миром. И поэтому они создали такой кризис на Украине, по-моему. И сейчас мы наблюдаем, какие последствия есть от этого. Но как вы считаете, что каждый из нас может сделать для того, чтобы наши народы дружили, сотрудничали и вместе развивались? Мне бы хотелось видеть, чтобы пусть и простой россиянин, либо непростой, делились своими достижениями культурными, либо научными. Например, если бы остальной мир мог видеть, какой здесь хорошо развит общественный транспорт, то удивились бы. Кстати, да, я когда жила в Колорадо-Спрингс, училась, была поражена, что без автомашины до колледжа не добраться, потому что public transportation просто не существует как таковой. Действительно, это были еще 90-е годы, а за это время в России, конечно, инфраструктура улучшилась. А когда я жила в Америке, я обратила внимание вот на что. Очень большое количество американцев принимает антидепрессанты и посещает психоаналитиков. Вот по какой причине, на ваш взгляд, вопреки материальному благосостоянию, большое количество людей испытывает дефицит радости жизни? Мне кажется, это очень может быть связано с тем, что американцы, может, не так хорошо питаются. И вообще доказано, что здоровье желудка — это напрямую связано со счастьем. Либо это связано с тем, что психология и психиатрия, как дисциплины серьезные, очень молоды. Получается, что народ испытывает на себя новую технологию в виде антидепрессантов или в виде новых видов психоаналитики. И так получается, что, к сожалению, есть эффективные способы, и получается, что сейчас народ испытывает и эффективные, и неэффективные. Когда-нибудь выясним, какие из них ведут к счастью, а пока видим, наверное, какие не ведут к счастью. Твое мнение, Алекс? Ситуация даже ухудшилась гораздо с 90-х годов. Так что, когда ты была у нас в Америке, и сейчас это другой мир. И как раз это потому, что врачи назначают такие препараты очень быстро и легко. Просто, возьмите таблетки, и все будет лучше. И американцы иногда мы ленивые такие. Мы хотим просто глотать таблетку, и все проблемы будут тогда исчезнуть. Вот такое представление у нас есть. А на твой взгляд, что дает радость? Вот что дает радость вам, как американцам, например, от пребывания в России? Что вам здесь радостно и интересно? Мне нравится, что здесь очень много, скажем, движухи. Каждые 5 лет кризис, каждые 5 лет народ меняет свое дело, и люди справляются, и очень интересно. И это даже некий челлендж, как говорится, и мне очень нравится идти на этот. Могу ли я продолжить твою мысль, что как раз отсутствие вот таких челленджей, реальной жизни, когда возникает какая-то естественная кризисная ситуация, в результате которой люди вынуждены мобилизовать свои внутренние силы и преодолевать что-то. То есть у них появляется смысл жизни, иначе говоря. А что это является профилактикой депрессии?
Считаю, да, приключение. Слышали вы о таком ученом? Это ваш соотечественник Джон Кэлхун, ученый-этолог, который проводил в 60-70-е годы ряд экспериментов. Он их называл «Вселенная» и создавал такой рай для мышей. Загон, в котором у мышей было все. У них было пропитание, было питье, были замечательные норки. И вот он наблюдал интересные 3 стадии развития общества, для которого созданы райские условия жизни. Первая стадия. Мышки активизировались, стали активно размножаться, соответственно, их стало больше, да? У них стала выстраиваться некая социальная иерархия. На второй стадии появились мыши, которые возглавили вот это их мышиное социальное общество. Появились мыши-изгои, которых уже старшины не принимали. А поскольку в естественной природе, да, были бы коты, болезни, животные, голод, мыши бы гибли, и, соответственно, смена происходила бы вот эта иерархическая. А в райских условиях мыши, занявшие топ-позиции, жили очень долго, то молодняк, мыши-изгои, соответственно, были выставлены как бы за пределы, да, этого сообщества. То есть они чувствовали себя ненужными, у них не было возможности самореализоваться, если так можно сказать, для мышей. И в конечном итоге на 3-й стадии у них стала происходить интересная вещь. То есть еще на 2-й они перестали уже размножаться, потеряли интерес друг к другу, а на 3-й стадии стали появляться особи, которые проявляли девиантное поведение. Мальчикам нравились мальчики, девочкам нравились девочки-мышки. И через какое-то время ученый был вынужден прекратить свой эксперимент, потому что мышиное сообщество стало гибнуть. И выводы важные, которые он сделал, что когда у мышей, и мы можем сделать аналогию, у людей, да, нету смысла жизни в преодолении каких-то трудностей, то, соответственно, они начинают деградировать. Алекс, насколько, на твой взгляд, уместна аналогия между вот этим экспериментом, который провел Джон Кэлхун, и тем, что происходит сейчас во всем мире в принципе, и в частности в Соединенных Штатах Америки? В Америке у молодых людей мало перспективы сегодня, на самом деле. Если мы смотрим в университет или на школу, там молодых людей, их в меньшинстве и в университете, и даже на работе. В офисах у них компании, крупные компании особенно, они не хотят нанять молодых людей на самом деле, потому что есть очень много регламентов в законе, что они должны нанять столько процентов таких людей, столько процентов других. И тот демографик, который не нужен, это молодых людей в Америке. Поэтому у них мало перспективы. И смысл в жизни, когда шансы найти хорошую работу мало, и когда шансы найти хорошие возможности в университетах тоже мало, это просто погибается человека. И поэтому они сидят дома, играют в компьютерных играх, и не стараются настолько, как и раньше. И такая ситуация распространяется в Америке и станет хуже и хуже с каждым годом. Получается, что эксперимент Джона Кэлху, когда молодежи мышиной не давалось возможности самореализоваться, да, и это приводило к деградации, фактически повторяется в Соединенных Штатах, но просто благодаря тому, что чтобы угодить всем, введены определенные регламенты, чтобы не было жалоб, да, со стороны разных представителей возрастных групп, соответственно, сексуальных меньшинств, женщин, мужчин и так далее. То есть попытка угодить всем приводит к тому, что молодежь остается без перспектив. Из-за этого они тоже начинают принимать такие препараты, как антидепрессанты, и это все растет и растет, потому что такие препараты тоже очень вредны для организма, конечно. Поэтому это начинает зацикливаться. И врачи, они должны
работать, чтобы было лучше для народа, лучше для людей. Но, к сожалению, очень много у нас работает для деньгах. И они могут получать хорошие премии, даже хороший отдых от компаний, которые продают такие препараты. От фармацевтических компаний, ты имеешь в виду? Вот. Угу. Поэтому они назначают гораздо больше и гораздо чаще, чем надо. Алекс, ты мне открываешь Америку и развенчиваешь миф, который существует у большого количества людей. И в 90-е годы я бы сказала, что это не миф, а правда, да, что это факт, что Америка — это страна возможностей. И огромное количество оттока российского населения в Соединенные Штаты Америки, да, мы наблюдали на протяжении 90-х. И теперь вы говорите о том, что у молодежи нету шансов развития в Соединенных Штатах. Это вас привело в Россию? Меня, да. Возможности, конечно, есть, но только после получения всего высшего образования. И я поддерживаю получение высшего образования, но я пострадала очень сильное выгорание после учебы и не могла жить на стрессе постоянно. И переехала в страну, где люди очень ценят отдых. Это ты про Россию говоришь? Да, про Россию. Удивительно. Хорошо. А что тогда, давайте так, что вам нравится в России и что не нравится? Мне нравится и контраст, и открытость, и в том плане, что народ очень даже хорошо понимает и светлые, и темные стороны человечества. Ты работала по обучению искусственного интеллекта языку. Да. Это суперсовременная профессия. Очень. Каким образом она востребована в России? Дело в том, что мне не хотелось сидеть долгими часами за компьютером, и я решила, что лучше буду жить в стране или в странах, где общество более мультилингвальное, потому что в Штатах нужен в основном английский, и в Европе, и в Евразии, и в остальном мире нужно несколько языков сразу. И очень ценятся люди, которые умеют выучивать сразу несколько языков. Ну, то есть ты предпочла обучение реальных людей языку, обучению искусственного интеллекта. Да. Это дает больше радости в жизни. Да, и это как раз к счастью ведет, потому что у меня всегда на работе приятные ощущения, потому что я, понятно, помогаю людям, но и я помогаю им развиваться. Не только помогаю, я даже даю инструменты, чтобы они могли себе помочь. И не наступает такой кризис экзистенциальный, как с компьютером. Ну классно, есть отдача, есть обратная связь. Это очень важно. А что тебе нравится, Алекс? Каждый день в России — это новое приключение. Есть типа хаос, я бы сказал, но это не в плохом смысле. Потому что в Америке мне очень скучно было, а здесь каждый день интереснее. Это непонятно, что будет. И, возможно, что-то плохого или что-то хорошее будет. И это оживает жизнь. Не хочется просто сидеть дома и понять, что сегодня я поеду на работу, потом я поеду обратно дома, буду сидеть там дома, смотреть на телевизор. Нет, я могу выйти на улицу, ходить куда-то. Есть разные навыки, которые можно прокачаться здесь. Очень много возможностей. Это, конечно, очень красивый город, поэтому здесь жизнь кипит. Как приятно это слышать. А что не нравится? Вот что, на ваш взгляд, можно улучшить в России? Для меня это очень легкий вопрос. Бюрократия можно упрощать. Я тебе расскажу историю. Я работаю в институте. Я зашел в спортзал, хотел заниматься спортом. И я начал использовать оборудование, которое там есть. И потом человек подошел ко мне, начал кричать: кто ты, чем ты занимаешься, почему ты здесь, что ты трогаешь наше оборудование, что тут происходит? Он кричал на меня примерно 5 минут. В конце концов, вывод — это о том, что мне надо было подписать заявление, а потом можно использовать спортзал. И это... Так что это меня очень сильно удивляет.
продолжает меня удивлять. Я столкнусь с этим часто. Тоже я зашел в библиотеку, хотел найти именно определенную книгу, и мне было обязано использовать все эти советские карточки, как это раньше было. Картотека. Вот да. именно. И я обалдел. Я стоял там в зале, посмотрел вокруг, искал автора, там карток нет. И потом подошел к сотрудникам, спросил, что делать. И надо было подписать заявление, чтобы сотрудники искали книгу, и надо было поставить какие-то еще дополнительные информации. Вот, и это для меня продолжается быть испытание культурного шока. Согласна, здесь нам есть над чем поработать. Кейт, а что тебе не нравится в России? Я бы сказала, что у мужчин, часто русских, не совсем уважительное отношение к незнакомым мужчинам. К женщинам все прекрасно. Ни разу меня полицейские, например, даже не останавливали, всегда вежливо. А как иногда обращаются полицейские мужчины с мужчинами, это меня удивляет, что друг друга как будто бы ниоткуда не любят. А у тебя же был случай, когда тебя задержали, по-моему, по проверке документов. Ну-ка, поделись, насколько доброжелательны были правоохранительные органы в отношении тебя? Ну, полицейские в Америке могут быть очень жесткими, поэтому такого не было в России. Все госуслуги, госорганы, они всегда с уважением обращались к нам. И у меня жалобы нет. Хотя бюрократия очень сложная всегда. Люди, они готовы помочь, они готовы работать с человеком, чтобы исправить ситуацию и найти выход. Поэтому это легче в каком-то понимании, чем у нас на Западе, потому что там есть какие-то правила, и им, я бы не сказал нарушать, но просто делать, обойти этих правил как-то, хоть как-то. Это невозможно в Америке, это невозможно в Европе. Но здесь, в России, все понимают, что как-то надо достичь то, что надо достигать. И поэтому люди готовы помочь. Действительно, в России многие моменты, и в том числе правила, которые существуют, они смягчаются тем, что присутствует человеческий фактор и готовность человека взять на себя ответственность, обойти это правило, да, и подсказать, как это сделать, что-то достигнуть, какую-то цель максимально законным образом, но обойдя вот эту вот жесткость. Я тоже люблю за это Россию. Мы в этом отношении очень креативные люди. И, как Кейт говорила, мы выучились выживать в любой ситуации. Поэтому то, что является кризисом для всего остального мира, для России является шансом развития. И в завершение нашей сегодняшней беседы хотела бы задать вам свой коронный вопрос. Чувствуете ли вы себя счастливыми в России? Можешь ли ты сказать: я счастлив, что я нахожусь сейчас здесь? Для меня счастье значит, что у меня есть возможности достичь то, что я хочу, что я могу достичь цели, которые я поставил для себя. И в России я чувствую, что такое существует для меня. Поэтому каждый день я могу работать над своими целями, и я чувствую, что движение вперед есть. И поэтому для меня это счастье. Кейт, для тебя? Я счастлива. Я считаю, что здесь все мои мечты сбылись. Особенно все детские мечты сбылись. А какие у тебя были детские мечты? Я всегда хотела, как и многие девочки, хотела быть русалкой. Здесь я могла быть русалкой несколько раз. Могла быть принцессой. Могла быть пацанкой. Могла быть всем, кем хотела быть. Могла заниматься танцами, могла заниматься искусством. Все рядом, все доступно. Очень показательно, да, вот как раз такое мужское понимание счастья, женское понимание счастья. И я считаю, что мы, американцы,
русские, люди, живущие в других культурах, говорящие на разных языках, гораздо ближе друг к другу, чем это может показаться с первого взгляда. Потому что мы все стремимся быть счастливыми. И если мы помогаем быть счастливыми друг другу, мы можем реально сделать жизнь друг друга качественнее и интереснее. Просто благодаря тому, что вы из одной культуры, а мы из другой. И все, что нам надо для этого, это просто подняться над религиозными, над культурными, над политическими какими-то установками и посмотреть на этот мир, как я это называю, глазами любви. И тогда открывается совершенно новая перспектива созидания будущего. Ребята, я вас очень благодарю за то, что вы сегодня пришли в студию. В завершение программы хотела бы попросить каждого из вас пожелать что-то нашим зрителям. Well, I can speak for the rest of the world when I say that people are really curious to know about life in Russia and that they would be really interested in hearing Russian language. So even if maybe you can't translate your program into English, it would be enough if you put English subtitles and spread your culture around the world so that we can reunite these continents. Алекс? Mother Teresa said that you must do what is in front of you. Поэтому, если не знаешь, чем заняться, что хочешь делать, то просто посмотри вокруг и делай то, что умеешь. Со своей стороны хочу пожелать каждому из наших телезрителей: живите в чувствах благодарности и гордости за себя и за свое происхождение. И где бы вы ни были, в какие страны мира не путешествовали, с гордостью представляйтесь: я из России. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам: будьте счастливы!